Кишинев и кишиневцы. Вот парк Пушкина с правой стороны. А компа нету, но ничего. Какой он стал красивый, видишь, пожелтел немножко, листьев меньше. Да, Кишинев очень красивый стал, очень. Он и так был красивый, сейчас еще ему. Вот парк Пушкина, фонтанчик, друзья, фонтанчик. А я не удержался, просто очень красивый вид открывается на Арку Победы. Сейчас, где мой монопод? Сейчас. Ах ты, елки, зажал ремнем от машины. Сейчас, где моя Манфрота? О. И деревьев нету, и такой вид открывается классный. Штефан Челмари. Сейчас. О. Штефан Челмари. Вот как красиво. Арка Победы. А что за праздник готовится, Пашка, не знаешь? День вина, Бахус. Вот Арка Победы. Смотрите, как красиво. День города будет 14 октября. Деревья срезали, и в этом есть своя прелесть. Открывается вот уже здание. Так, сейчас мы фокуснем чуть-чуть. Вот так вот. О. Вот. Так, Зио, вино, Это опять это массово. лет 20 назад было что-то, когда начали, только Да, интересно да. было, весело. А сейчас просто шашлыков понаставят. Массовая попойка, массовое это страдание. Громкая музыка, толпа. Но это вечером. Вот раньше, помню, были вот ярмарки, помните, дорогие друзья, ярмарки были. Это был такой ритуал. Помнишь, Пашка? Да. Шашлыки такие. Сорочинская, помню, ярмарка. Да. Это ритуал был. Мы там с Гоголем Николаем Васильевичем, помню. Было время. Да. Помнишь Гоголя Николая Васильевича? Конечно. Вот, кстати, деревья вообще голые, вот эти, Пашка. Вау. Ух ты. Да. Что-то здесь вот на левой стороне Раздели. между Примарией и Комсомольской осень наступила раньше, Паша, здесь, Nu, că видишь? eu n-am bătăiat de Doamne ferește, am trecut de cercul ăsta. Cream, cred că mai repede. Вот ați mai наш departe. Кишиневский этот Da, vă Арбат? sun imediat cum ajung. так называемый Bine. остановка, кишиневцы. Вот вам. Наслаждайтесь, друзья, наслаждайтесь. Живые кишиневцы на остановке. От канала Кишинев Молдова и ее директора, начальника, продюсера, бухгалтера, режиссера, оператора, спонсора. Эти какары. И благожелатель. И благожелателя, и благодетеля вашего. Да. Вот вдалеке видно здание. Что за здание? Телеком, да? Телеком, наш телеком. Так, мы должны взять... Памятник беспонтовой советской архитектуры. Да. А сейчас мы стоим на светофоре на улице Котовского. Блестящий пример. Так, мы спустимся вниз по Измайловской, да, мимо Тираспольского. Да. Сейчас, друзья, где-то 5:30 вечера. Сейчас темнеть начало раньше. Вот. Классно было бы, если бы не было стоек у этого автомобиля. Министерство. Что министерство? Ну, юстиции находится там, а это МВД. Ох, меня будут ругать, если я ошибся.
Ну ничего. Улица Армянская. Поругаю, ты забыл. Да, главное, что картинка, чтобы была вот Кишинева, а там тоже я торчу, что делать. Фон создаем какой-то. Сейчас надвигаемся к Бендерской. Не, классно, что они обрезали деревья, стало вот как-то виднее все стало. Еще и осень. Вообще Кишинев Эти чертовые деревья, которые портят весь Кишинев. Не, ну... Я сначала возмущался, а сейчас смотрю, что так вот открытие стало, больше видно архитектуры. Вообще Кишинев классный город, потому что он родной. Улица Болгарская, вот легендарная улица. Одна из немногих пешеходных кусочков. Вот нету в Кишиневе пешеходных улиц, хоть ты тресни. Ну, сделали какое-то подобие. Жалкое подобие. Там мы когда с Анжелой ехали вот сейчас, Анжела говорит, ну что за улица, там эти мостовая, на каблуках не пройдешь по ней. Это Между камнями трынц и баста. Вот бывший. самая ненавистная для носительниц каблуков. Да, улица Бендерская, вот не главпочтампа, телеграф бывший телеграф, сейчас будет ЦУМ бывший. Сейчас это Уник называется. Уник, Муник, ЦУМ, МУМ. Зачем эти переименовки? ЦУМ, оно так и осталось. ЦУМ для жителей старшего поколения. Мы так и называем ЦУМ. Улица Измайловская. Мы сейчас повернем вниз по Измайловской. Легендарный город Кишинев. Воспетый Да, воспетый. Гомером, Пушкиным. Можно жить жил. в самом красивом городе, где тебе будет скучно, одиноко, беспонтово. Да. Вот мне очень скучно, холодно и одиноко в супермаркетах. Терпеть их не могу. Ну, все как роботы, Паша, знаешь. Я обожаю маленькие магазинчики, где 2 человека, 3 уже. Ненавижу эти очереди на кассах. Да, все как роботизация, все такое. Бум. А в маленьком поговорил с продавцом, соседей встретил. Вот Болгария напичкана этими магазинами маленькими. Там тоже есть гипер эти, пупер-мупер, надутые эти магазины, но я их как-то обхожу стороной. Хотя их долго обходить надо, но мы их обходим старательно. А маленьких там полно, и все такие приветливые. У магазинчика может стоять 1 столик, 2, разнокалиберные стулья, может и кресло какое-то старое кто-то вынести из соседей. Уютно, тепло, душевная атмосфера. Можно в долг взять, тебе могут там долг дать без проблем, записать там что-то. А в гипер-супер-пупер маркете тебя это самое, ты как винтик там взял, как на раздаче в столовой вот этой советской какая-то, общепит, короче, такой. А в маленьком чувствуешь себя как в ресторане. Тебя обхаживают, тебе уделяют внимание, разговаривают с тобой, спрашивают, как твои дела, как работа, как семья. Пропущу специально для них. Пропущу специально для них. А, вот эту «Жигуль». Да. Вот водитель нам сказал, что вот и посмотрите, у нас в Кишиневе вот редкая машина «Жигули». Вот город очень бедный, жители очень бедные. Очень много машин из «Жигули». Это для нас получается как диковинку, да? Только самые богатые. Раньше была поговорка в советские времена. Самая холодная машина «Жигули». Ездят люди в дубленках раньше. Ты не знаешь этот прикол? Сейчас молодежь не знает этих приколов, что означает люди в дубленках, что такое комсомол вперед, что такое гарнисты, пионеры, они не знают. Тимуровцы. Вот я видео Тимуровец, Паша. Видео Тимуровец. А то мне говорят, а где моя школа, а где мой дом? Вот Тимуровец Эдик вам сейчас это снимает вам вашу улицу Измайловскую. Тимуровец Эдик. Знаешь, Тимуровец Йося, Тимуровец Альберт, да? Никак не пишется.
Паша, тут эта злостная бадыга с левой стороны такая прикольная. Я как-то ехал, знаешь, она бадыга, бадыга, и там гордые такие, знаешь, эти Не, лепнина такая, Wi-Fi. Wi-Fi, интернет там, короче. Такой Как мне пройти сейчас? Дальше. Сейчас мы камеру выключим. Немножко полюбуйтесь на как это тут трясет. Дальше. Сейчас мы прерываем запись.